Предупредить, что немножечко откладывается начало, минимум минуточек на 5, на 7. Так что все в силе, все Фрэнсис Гэвин будет, лекция состоится. Единственное, что он еще вот не успел подъехать, и ему нужно небольшой комментарий для телевидения дать обещанный. Это тоже займет порядка 5 минут, после этого мы сразу будем готовы начинать. Но он уже в пути где-то. Записывается для телевидения, и потом сразу там. Спасибо за ваше терпение. На каком языке он будет? Он будет на английском, у нас не переводчик. Если вопросы, то лучше задавать на русском, чтобы для всей аудитории также было проще и переводчик подобрать. Друзья, еще раз просим извинить нас за задержку. К сожалению, таксист недобросовестно очень долго Фрэнсиса вез до нас. Спасибо за ваше внимание. И давайте жарко поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Опытный хирург, увлеченный путешественник, автор бестселлеров Фрэнсис Гэвин сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. На нашей сегодняшней встрече мы очень признательны Юлии, что она будет помогать нам с переводом. Мы сможем точно узнать все, что Фрэнсис нам сегодня расскажет. Так, да. Давайте начинать. Good afternoon. Is this working? Yeah, you can hear me anyway. Все работает, вы можете меня слышать, и меня тоже. Yeah, so thank you all for coming out on a Saturday afternoon to hear me. Спасибо большое всем, что вы пришли сегодня в субботу днем, чтобы послушать меня. And I want to give you a very quick tour of one kind of view of the human body. И я вам сейчас сделаю маленький такой тур внутрь человеческого тела. My name, as you know, is Гэвин Фрэнсис, and I work as a general doctor now in Edinburgh. Вы знаете, что меня зовут Гэвин, и я работаю врачом общей практики сейчас в Эдинбурге. And I spend half of the week working as a doctor and half of the week as a writer. И я работаю полнедели доктором и полнедели писателем. But when I was a little boy, I didn't want to be a doctor at all. Actually, I wanted to make maps. Но когда я был маленьким, я не хотел быть врачом вообще, я хотел делать карты. And so when I went to the high school, they gave me an atlas to try and start learning geography. И когда я пошел в старшую школу, мне дали атлас, чтобы я начал изучать географию. But then, age 15, someone gave me this kind of atlas instead. Но когда мне исполнилось 15, мне дали атлас анатомии. And I fell in love with that atlas. I wanted to learn everything I could about it. И мне он так понравился, что я хотела узнать все, что там было. And so I decided to study medicine, and then after 6 years studying to be a doctor, I still couldn't give up the love of travel, and so I began to travel. Я стал изучать медицину, но после 6 лет изучения медицины я все еще никак не мог не любить путешествия, поэтому я стал путешествовать. And my first books actually were travel books, not about medicine. И мои первые книги на самом деле это книги путешествий, но никак не про медицину. I wrote one about working as a doctor and traveling in the Arctic, and one about living in Antarctica. Одна из книг была про работу доктора в Арктике, а вторая про Антарктику. But after 10 years of traveling and working, I came back to settle down, and I have a family and young children now. Но после 10 лет путешествий и работы я стремился, завел семью и маленьких детей. So my traveling is mostly restricted to traveling around the human body. И теперь все мои путешествия зачастую они останавливаются на путешествии в человеческом теле. And this is the first book I wrote about journeys through the human body from the perspective of a surgeon in training and then as a more general doctor. И первая книга, она о путешествиях по телу именно с точки зрения хирурга и врача общей практики. And my aim with that book was to try to show that the human body is a kind of landscape like any other landscape. И самая главная моя мысль была, чтобы доказать, что человеческое тело это такой же ландшафт, как, например, ландшафт природы. It has its own history, its culture, its mythology, and just like a travel writer,
explores those things in a new country, I wanted to explore them for the human body. Такие же мифы, такая же история, такие же легенды и культуры. И я просто хотела показать, что как путешественнику можно путешествовать как по миру, так и по человеческому телу. And the book just travels through the body from head to toe, and so begins, of course, with the brain. И книга путешествует от макушки до пяток и начинается с мозга. And we were just over at Peter's, the Gray's collection, over the river, and see that they have this Rembrandt painting. И только что мы были в Кунсткамере и увидели, что там тоже есть эта прекрасная картина. Because we've been thinking about the brain for a very long time. If we ask archaeologists, they tell us that some of the earliest injuries they find are to the skull. Мы стали думать о мозге с самого начала, как только начали думать разумно. И если спросить археологов, то очень большое количество травм на черепах именно вот в районе мозга. And in fact, they found bones of skulls which have holes drilled in them from thousands of years ago. И находили черепа, в которых были просверлены отверстия этим черепам несколько тысяч лет. But now, of course, we have sophisticated modern neurosurgery, and we can even operate on people while they are awake. Но на данный момент технологии шагнули далеко вперед, и теперь мы можем оперировать на мозге даже тогда, когда человек не спит, а в сознании. And so in the book I explore how it's almost miraculous now. It's possible to operate on someone's brain while having a conversation with them. И в своей книге я даже рассказываю о том, насколько это практически сказочно, что можно оперировать человеческий мозг и разговаривать с человеком в тот же момент. And so, as we move on down the body, I want to give you a very brief overview of 2 or 3 of the chapters. Сейчас я немножечко расскажу вам о 2-3 главах своей книги. This is the inside of an eyeball. Это фотография внутри человеческого глаза. And most of the time when I am conducting my clinics, I examine my patients in daylight. Зачастую, когда я осматриваю пациентов, я осматриваю их при дневном свете. But the exception is when they have a problem with their eye, and then it's necessary to switch off all the lights and approach them in darkness. Только когда у них проблемы со зрением, и мне необходимо выключить свет и осматривать их в темноте, тогда я выключаю свет. And you know, the first time I used an ophthalmoscope to peer inside somebody's eyeball, I was reminded of something. И в первый раз, когда я поднес офтальмоскоп к человеческому глазу, я кое-что понял. You know, occasionally we see these sort of fluffy white spots caused by diabetes, and they look like clouds. А иногда мы видим в глазу такие маленькие пятнышки белые, которые получаются из-за диабета, и они похожи на облака. And sometimes you look at the blood vessels there, and they look silver, very shiny. They look almost like lightning, sparks of lightning. А иногда мы видим практически раскаты молнии в глазах. Это маленькие кровеносные сосуды. And only once in my career I've seen it when the vein is blocked. The whole eye fills with this scarlet crimson color, and it looks like a sunset. И единственный раз в своей карьере я увидел блокированную артерию, и из-за этого глаз был похож на настоящий закат. In the textbooks, they even call it the stormy sunset eye. И в некоторых книгах это даже называется закат бури. And so the first time I looked up into a patient's eyeball, it was really reminded me very much of those old diagrams that showed the heaven like an upturned bowl. И когда я в первый раз увидел глаз человека вблизи, мне это напомнило старинные иллюстрации из средневековья, иллюстрации рая. And you know, it wasn't doctors who figured out how the eye works at all, it was astronomers. И на самом деле не врачи поняли, как работает глаз, а астрономы. Because they recognized that they couldn't understand what they were seeing in the sky unless they first understood the eye. Они поняли, что они не могут понять, что происходит в небе, прежде чем они поймут, как работает глаз. So it's an interesting thought. You know, Isaac Newton, the English physicist,
He used to put a needle behind his eyeball and dent it from behind. Исаак Ньютон, он, например, брал иглу большую, засовывал ее себе вот прямо под глазное яблоко и проводил некоторые манипуляции. And it was Kepler, the German astronomer, who realized that the retina is involved in seeing, not the lens. И Кеплер понял, что на самом деле главный орган, который видит, это сетчатка, а не сам глаз. So we can thank the astronomers because we understand the eye. Мы можем благодарить астрономов за то, что мы знаем, как работает глаз. And it's amazing, really, when you think that the light coming through the window behind you now left the surface of the sun 8 minutes ago, when I was just starting this talk. На самом деле очень интересно понимать, что тот свет, который сейчас проходит через окно, покинул Солнце 8 минут назад, когда я начал этот разговор. 5 minutes ago it went past the orbit of Venus. 5 минут назад он прошел орбиту Венеры. In another 3 or 4 minutes it might reach Mars. А через 3 минуты он достигнет Марса. And probably Saturn in about an hour's time once I've finished. И, скорее всего, когда я закончу, он достигнет Сатурна. So it's a lovely thought to remind yourself that although we can taste what's in your mouth or hear within a few hundred meters, it's only with your eyes that you're in touch with the sun and with the stars. Нужно всегда помнить о том, что несмотря на то, что мы можем что-то почувствовать, почувствовать вкус или почувствовать, например, что-то нашими пальцами, только глазами мы можем действительно соприкоснуться с небом, с солнцем и со светом. I want to talk very quickly about the landscape and the muscles of the face. Быстренько пройдемся по ландшафту лица. And I'm going to try an experiment which I've never tried in Russia before, which is get everyone to smile. Попробую провести эксперимент, который в России никогда еще не проводил. Давайте попробуем все улыбнуться. So I'm just on the count of 3. I would like everybody to give me a big smile. Давайте на счет 3 все попробуем улыбнуться широко и радостно. 2, 3. Okay. Now relax. Все, заканчиваем улыбаться, хватит. And then I would like to try after the count of 3 if everybody can give me a very big frown. А давайте теперь на счет 3 все нахмуримся. 1, 2. Okay, thank you. Спасибо. Now I just want to think for a second how the different facial expressions make you feel. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал, насколько разные эмоции дают разные выражения лица. And also which one is easier. И какая из этих эмоций для вас лично проще? When I was a medical student, I used to earn money in the summer holidays by doing anatomy. Когда Гэвин учился и был студентом, он зарабатывал деньги тем, что он проводил анатомические вскрытия. And so I've probably dissected between 20 and 30 human faces. И он примерно вскрыл 20-30 человеческих лиц. And when you dissect a lot of different faces, you start to notice there's a difference in the muscles. Когда вы рассматриваете мышцы человеческого лица, вы начинаете понимать, что некоторые мышцы гораздо более развиты, чем другие. Some people have very strong, thick, smiling muscles. Некоторые люди имеют очень разные, которые заставляют улыбаться. And some people, it's these ones which are very strong. А у некоторых те, которые заставляют хмуриться. Sometimes I would find someone where half the face was strong and half was not, perhaps after a stroke. Иногда были такие случаи, когда часть лица мышцы были сильные, часть лица слабые. Скорее всего, это произошло из-за инсульта. And you know, it's a very old idea that the muscles of your face are actually influence the way that you feel. Очень старая идея о том, что мышцы вашего лица влияют на то, как вы чувствуете. This is I'm sure some of you know this. This is a Leonardo da Vinci drawing. Наверняка узнали многие, что это рисунок Леонардо да Винчи. And da Vinci used to name the muscles by the emotion that he thought they expressed. И да Винчи называл мышцы лица теми эмоциями, которые, как он думал, за которые они отвечают. So the muscle which lifts up your eyebrows like this, he called it the muscle of fear. Вот эти вот мышцы, которые заставляют вас поднимать брови, он называл мышцами страха. And the muscle which you use to wrinkle your nose like this, he called it the muscle of anger. А те мышцы, которые заставляют вас хмурить нос, он называл мышцами гнева. And he felt very much that the more you express your muscle of anger, the more angry you get.
And the more you show fear, the more frightened you get. И он считал, что чем больше вы используете именно эти мышцы, тем злее вы становитесь, и тем больше вы чувствуете страх. And he, very famously, I'm sure you all know this painting that he did, where he tried to show a different expression on the face of every one of the apostles. И одна из самых его известных картин, вы наверняка это увидели, он попытался на каждом лице изобразить отдельные эмоции. The scientist, writer, biologist Charles Darwin also believed this about the emotion. Чарльз Дарвин тоже также верил в эти эмоции. And in one of his books he said that if you show more sign of fear, you get more frightened. И в одной из его книг он говорил о том, что если вы показываете страх, вы становитесь более трусливыми. And it's something I try to remember very much when I'm meeting patients, what their faces shows and what my face is showing in the meeting. И каждый раз, когда я встречаю своих пациентов, я обращаю внимание на то, какие эмоции показывает мое лицо и какие эмоции показывает их лицо. And the moral of the story is that we should keep smiling. Мораль этой истории: мы все должны улыбаться. So I've only got one more station on my quick tour of the body before I change the angle of the talk, and it's actually about the foot. И еще одна маленькая остановочка, прежде чем мы перейдем к другому, это наши ноги. But in that book I pick 18 different parts of the body that I move through. В этой книге у меня есть 18 различных, так сказать, остановок, но мы вот сейчас остановимся здесь. And I often feel sorry for the foot. Мне очень часто жалко наши ноги. They leave it till last at medical school. Они оставляют ноги на последнее изучение в медицинских школах. You learn the foot just before the exams when everyone has gone home. Все изучение ног перед экзаменами, прежде чем все люди уезжают. But it's really totally amazing how the foot is, how it works and how it holds together. На самом деле это удивительно то, как она работает и как она вообще все сдерживает, все наше тело. One of my lecturers in anatomy used to say, it's not the hand which makes us unique as humans, it's the foot. Один из его учителей говорил, что не руки делают нас уникальными, а наши ноги. Because our hands are quite similar to ape hands, but there's no other creature has a foot like us. Наши руки очень похожи на руки обезьяны, а вот ног таких ни у кого нет. There's 4 different systems of holding you upright to be able to carry all of your weight. 4 разных системы позволяют нам стоять так, как мы стоим сейчас. And they're all ways that we replicate when we build bridges today out of stone. И каждую из этих систем мы повторяем, когда строим наши мосты из камня. So the shape of the bone at the top is like a keystone on a bridge. Например, форма кости верхней. And there is tie beams across the bottom of the sole of the foot. И все стяжки, которые присутствуют на ступнях. And there are even special tendons which hold it up like a suspension bridge. И даже специальные системы, которые похожи на мосты подвесные. And lots of anthropologists believe it's only because we can stand upright that we freed our hands and became the great step forward to make us human. И даже многие антропологи считают, что только благодаря тому, что мы можем стоять прямо, мы освободили наши руки, и мозг стал развиваться и думать. You know, and I'm not sure if we believe the Americans that we left footprints on the moon. Не знаю, верите ли вы, что американцы оставили этот прекрасный отпечаток на Луне. But maybe you do believe that this is a human footprint on the moon. Но, возможно, вы верите в то, что хотя бы это отпечаток человеческого ботинка на Луне. But I imagine it's not going to be too many more years until we leave footprints on Mars. Но представьте себе, что еще пара лет, и мы сможем оставлять такие отпечатки на Марсе. So this was a quick tour of different parts of the body. Это был маленький такой тур на разных частях тела. And what I wanted to do is show that medicine is part of the humanities, that it has its philosophy, its own culture, its own language. Я просто хотела показать, что человеческое тело имеет свою философию, свою историю, свои легенды. It's not only pure science. Это не просто чистая наука. But there was something I felt slightly missing from that book, in that when you go to see a doctor, it's because you want a change. Но некоторые вещи не вошли в книгу. Например, когда вы идете к врачу, вы хотите каких-то перемен. And our bodies are always changing, our whole lives, from the moment of conception until death. Наши тела меняются на протяжении всей нашей жизни, от зачатия до смерти.
And more, as a doctor, I find people are coming to me to ask them either to bring on some kind of change or hold one back. И все чаще я понимаю, что пациенты, которые приходят ко мне, они хотят либо остановить эти изменения, либо наоборот принести эти изменения в свою жизнь. And so I really wanted to write this book about change. И поэтому я очень хотела написать книгу о изменениях. This one. And it actually begins not so much in the idea of geography, but it begins, strangely enough, with the idea of botany. И могу сказать, что эта книга начинается не с географии, а с ботаники. This is a park in Edinburgh where I studied medicine and also where my medical practice now is. Это парк в Эдинбурге, где я недалеко от того места, где я изучал медицину и где у меня сейчас практика. And the park is right next to the biochemistry lecture that I went to 25 years ago. И этот парк недалеко от места, где были лекции по биохимии, куда я ходил 25 лет назад. And in the lecture, they explained to me that actually the blood, human blood, is very similar to the chemical which makes the leaves green. И мне тогда объяснили, что наша кровь, она химически очень похожа на то, что заставляет листья быть зелеными. And so the chemical which gives life, all life on Earth, is very similar to the chemical which sustains our life. Химический элемент, который, собственно, отвечает за рождение жизни на Земле, очень похож на тот же химический элемент, который заставляет нас жить. And they also explained in this lecture that it's always moving. It's only through movement that we stay alive. И мне сказали, что только благодаря движению мы до сих пор живем. But then why shouldn't it, I suppose? Because everything in life is always moving. Everything's always shifting. Nothing stays the same. Все в нашей жизни, все в Вселенной движется, и ничего не остается таким же, как было когда-то. And so I wanted this book to look at some of the big changes that happen to us that people ask me as a doctor to get involved in. И я хотела показать самые большие изменения, которые происходят с нашими жизнями, и те изменения, о которых меня спрашивали как доктора. But also talk a little bit about some of the more unusual changes that I come across. Но также о некоторых очень необычных изменениях, с которыми мне приходилось встречаться. And so about a quarter of the changes are those great, big, massive changes that shift our lives from one phase to another. Самые большие изменения, которые, так сказать, влияют, это зачатие, рождение, взросление, вот эти вот самые большие изменения. And I wonder, Yulia is maybe going to read a short passage from the book. Ага. So I won't try and read it. Гэвин меня попросил прочитать небольшой отрывок из его книги. На большой части территории Великобритании женщина по собственному желанию может потребовать прерывания беременности, после чего 2 медицинских работника должны подписать документ, подтверждающий, что сохранение беременности несет опасность для ее физического или ментального здоровья. Направление на аборт – процесс быстрый и тайный. Я направляла на него счастливо замужних женщин, зачавших не от супруга, и подростков, чья жизнь превратилась в ад, если их родители узнают о случившемся. К счастью, беременных подростков сегодня стало меньше. Благодаря половому воспитанию и доступности контрацептивов уровень подростковой беременности в Великобритании сократился в 2 раза. Однажды я наблюдал за экстрапоральным оплодотворением ЭКО. Семя капнули из пипетки на яйцеклетку, лежащую в стеклянном блюде, где она оплодотворилась практически сразу. Клетки оставили делиться, при каждом делении они становились меньше и меньше, пока протоэмбрион не стал полым шаром и все еще сравнимым по размеру с исходной яйцеклеткой. Поначалу развитие новой жизни не сопровождается увеличением размеров и веса. Химические элементы, присутствующие внутри яйцеклетки и сперматозоида, просто переплетаются по-новому. Процесс оплодотворения казался одновременно впечатляющим и обыденным, подобным процессу опыления цветка пчелой. So I wanted to talk about conception because more and more of my work seems to be about trying to help it or trying to stop it. Я бы хотела поговорить о зачатии, потому что кажется, что большая часть моей работы это о том,
либо помочь зачатию, либо прервать это зачатие. And also pregnancy, because the way we have been imagining pregnancy and the way we use scans and images has been changing a lot over the last few decades. И также о беременности, потому что то, как мы сейчас ее ведем, какие у нас есть новые компьютерные технологии, очень сильно изменилось с прошлого века. Also, we have the most incredible transformation happens to us just a few minutes after birth, when the baby goes from blue to pink. И также о тех больших изменений, которые происходят с ребенком сразу же после рождения, когда он из синего превращается в розовенького. And that is because of a whole set of changes in the heart. И это потому, что происходят очень большие изменения внутри нашего сердца. Then, to be honest, I see a lot of children when they're babies and when they're toddlers, and then I don't see them anymore for a while. Я очень много вижу маленьких детей после рождения и там одно-двухлетних детей, а потом я их не вижу очень долгое время. Until this happens. До тех пор, пока происходит вот это. And then when puberty comes, it comes with all sorts of medical problems too. Наступает подростковый период и много проблем. We don't really understand exactly what controls it. Мы до сих пор не совсем понимаем, когда наступает вот это вот половое созревание и как его контролировать. But we do know that children are going into puberty earlier. Но сейчас мы знаем, что подростковый возраст наступает у детей раньше, созревание половое начинается раньше. And also there's the most interesting change happens if a child has been born and brought up in a very poor environment. И мы также понимаем, что разные изменения происходят с ребенком, который растет в неблагополучной среде. If the child isn't given good food to eat and not enough love. Например, если у него нет много хорошей еды и если его не любят. But then moves to an environment or is adopted to somewhere where the food is good and they're loved. А потом, например, если он попадает в ту среду, где ему дают хорошую еду, где его любят, то есть когда его усыновляют. And children in that situation go into puberty earlier than all the others. Дети в таком положении, половое созревание у них начинается раньше, чем у всех других. And I look into some of the theories why that might be. И я смотрела на некоторые теории, почему это могло случиться. Of course, pregnancy is a big part of medicine too, with antenatal care. This is a very old Russian poster. Это один из очень старых русских постеров, и вообще беременность – это одна из важнейших частей человеческой жизни. And then I'm involved again as people get older, particularly many of these changes I'm describing are for women. Когда мы становимся старше, у нас происходят очень большие изменения в телах, и это касается женщин в первую очередь. And in particular, the menopause around about the age 50, I explore the different ideas about that and the controversies. Например, я исследовал менопаузу, которая наступает в районе 50 лет, причины ее возникновения. And the final phases of life towards the end. И финальные фазы жизни до самого конца. And how even when things are very difficult in medicine, and even when we can't cure, there's still usually something we can do to make people feel better. И когда происходят те болезни, которые мы не можем вылечить, когда медицина бессильна, но все равно есть что-то, что мы можем сделать, чтобы человеку было чуть-чуть легче. So I've described some of the chapters that look into these great big transitions in life, but I want to talk about some of the occasions when they go wrong. Я в своих главах описала некоторые вещи, которые происходят в этой жизни, но сейчас давайте поговорим о том, что происходит, когда что-то идет не так. And one of those concerns how we control our height. Ну, например, как мы можем контролировать наш рост? If there is a problem with the hormone that controls the growth, it's possible to reach a quite enormous height. In fact, we saw a skeleton this morning. Yes. Например, есть гормон, который отвечает за рост, и если с ним что-то не так, мы можем либо вырасти очень большими, либо очень маленькими. Сегодня в Кунсткамере мы опять же видели скелет гиганта. But this can be a problem because our human bodies are only designed to stay within a certain size. Это может быть большой проблемой, потому что наш человеческий организм на самом деле запрограммирован оставаться в определенных размерах. Often the people who have these enormous height, who have a gigantism, end up with difficulties with the heart. Очень часто люди, которые страдают гигантизмом, у них большие проблемы с сердцем. And quite depressingly, actually, it's been proven that in human society,
you are more successful if you're taller. К сожалению, даже доказано, что в человеческом обществе ты гораздо более успешен, если ты высок. A sociologist did a study in the United States that shows you even earn more money. И даже в США есть специальные исследования, которые показывают, что высокие люди зарабатывают больше денег. And it's only twice, I think, that the candidate for the US presidential election, the shorter one, has won. И только пару раз было такое в президентских выборах США, когда кандидат с меньшим ростом выигрывал. George Bush beat John Kerry. Джордж Буш победил Джона Керри. I think Jimmy Carter as well. He was a short one. И Джимми Картер тоже был немножко маленького роста. Yeah. So there is this thing we have in our society that we want people to be tall somehow. Есть такая вещь в нашем обществе, что мы хотим, чтобы люди были чуть-чуть выше. But that causes its own problems too. And sometimes people come to my clinic because they're worried their children are too short. Ко мне в клинику часто приходят люди, которые считают, что их дети слишком маленького роста. And they ask even if it's possible to get injections of hormones to make them grow more. И они даже просят определенные инъекции гормона, чтобы они выросли. Actually, if there is no problem with the growth hormone in a child, then it doesn't really help. Но на самом деле никакой гормон роста не поможет, если ребенок не собирается расти больше. So we just need to get accustomed and used to the height that we are and accept it. Так что мы должны все-таки привыкнуть к тому росту, который у нас есть. Another example of the kind of change that comes to my clinic is when people decide they want to change their body. Еще одно изменение, которое часто вижу в своей клинике, когда люди хотят изменить свое тело. And I tell the story of someone that came to my clinic who was taking steroids. Я рассказываю историю человека, который приходил в мою клинику, который принимал стероиды. And this is more and more of a problem in my country. И это очень большая проблема в Британии. And even now in Edinburgh we have an anonymous clinic where people can go for advice. И у нас даже есть специальная анонимная клиника, куда могут прийти люди, чтобы спросить совет. It used to be we only had the anonymous clinics for sexually transmitted infection and for drug use. Раньше у нас были анонимные клиники, анонимные только для болезней венерических и наркоманов. But now we also have it for the bodybuilders. Но теперь у нас такие клиники есть и для бодибилдеров. And these young guys, usually young guys, are buying drugs on the internet. Обычно это молодые люди, которые покупают препараты в интернете. And they don't realize that they're having all sorts of side effects. И они не понимают, что будут определенные последствия. Often it makes their skin very bad, but that's the least of their problem. Самая мелкая проблема – это плохая кожа. They become very, very angry, very difficult to control your frustration and rage. Они становятся очень злыми, и очень трудно становится контролировать ярость, которая находится в человеческом теле. And they also become infertile. It makes their testicles shrivel. И также они становятся стерильными и не могут зачать. And so they come to the clinic because they want to have big muscles, but they don't want these side effects. Также они приходят в мою клинику, потому что они хотят большие мышцы, но не хотят этих последствий. But I have to explain that the two are, it's not possible to separate them. Но я пытаюсь объяснить, что невозможно разделить эти последствия с тем, что они хотят получить. And again, you can go back thousands of years in human culture and you see exactly the same stories about Hercules. Вы можете пойти почитать мифы и увидеть, например, те же самые проблемы у Геракла. Particularly with his difficulties of controlling his anger. Например, его сложности с подавлением гнева. And also there's legends and myths about him being in some way feminized. И даже существуют мифы и легенды, которые говорят о том, что он был немножечко женоподобным. And my favorite myth of Hercules is this one. И любимый миф Гэвина о Геракле. That he wasn't born with great strength, but he one day came to a fork in the road and was given a choice. Что у него не было от рождения этой большой силы, но однажды он пришел к развилке в дорогах, и у него был выбор. He was told if he could go one way, he would have a life filled with ease and no problem, and he could still be strong. Одна дорога говорила, что можно иметь все, что хочется, хорошую жизнь и быть сильным. But if he took the other way, he would have to work very hard and show a lot of effort.
Но другая дорога, нужно было много работать и много попыток делать к тому, что он хочет прийти. And so most of these he chooses the way of effort. И он выбрал эту дорогу сложного пути. Yeah. And another example of a change that finds itself coming to my clinic is people who want to be young again. Ну и еще одна большая часть моей работы, это когда люди приходят в мою клинику, чтобы опять стать молодыми. And you know, that's a very ancient dream of the human race. Это одна из самых старых желаний человечества. Yeah. Famously, we were just talking about the Bulgakov scene when she takes the cream and suddenly loses 15 years of life. Только что мы как раз говорили о книге Булгакова, где Маргарита намазывает на себя крем и становится на 15 лет моложе. And so my chapter where I explore this idea of rejuvenation begins with Bulgakov. И одна из моих глав, которая как раз говорит о косметике и о том, чтобы стать моложе, начинается с Булгакова. And it's such an ancient idea, you can find it right back in history, but also in the future. You walk to any cosmetics department store. Эта идея о том, чтобы стать моложе, она существовала в древности, но также, пожалуйста, в любом магазине можно подойти к косметическому прилавку и увидеть крема, которые дают вам юность. And still people have the dream that with just the right mixture of very exotic herbs and creams we can turn back the years. И сейчас все до сих пор верят в то, что с правильной концентрацией различных экзотических трав, растений и микстур можно повернуть время вспять. The sad reality is we can't turn back the years, we can only slow the effect. К сожалению, невозможно получить свои годы назад, мы можем только чуть-чуть замедлить эффект старения. And I was going to ask you again to read one paragraph. Окей. Еще один параграф. Because it shows that even 2,500 years ago, people had exactly the same dream and still thought that expensive herbs would make a difference. Потому что это показывает, что даже 2000 лет назад люди имели те же самые желания и те же самые верили в те же самые сказки. История булгаковской Маргариты – часть долгой традиции. От злой мачехи Белоснежки, которая хотела оставаться самой красивой, до немецких сказок, где мужчины, достаточно смелые, чтобы убить дракона, получали в награду молодость. В метаморфозах Овидия есть яркий пример одержимости молодостью. Ясон побеждает дракона и завладевает золотым руном. Затем умоляет жену, колдунью Медею, омолодить его от зелья из настолько экзотических трав, что это зелье вполне могло бы встретиться в современном косметическом каталоге. Запряженная драконом колесница, Медея облетает самые красивые и необычные места в Греции, чтобы собрать травы. Она заполняет 2 ямы в земле кровью, принесенной в жертву овцы, добавляет вино и молоко, а затем окунает туда 2 факела, которые после этого разгораются. В ямы также отправляются коренья из Фессалии, океанский песок и растолченные камни с Дальнего Востока. So, even 2,000 years ago, if you just had the most expensive cosmetic, you could roll back time. Даже 2000 лет спустя можно попробовать самую дорогую косметику, чтобы попытаться вернуть свои годы. But of course, most of the time when people come to the doctor is because they want some kind of healing. Но, конечно же, большая часть, когда люди приходят к врачу, они хотят, чтобы их вылечили. And again, nowadays we can do the most incredible things, orthopedic surgeons in particular. И сейчас мы можем делать совершенно удивительные вещи, например, ортопедическая хирургия. This is an X-ray of somebody who sustained a complete shattering of their leg. Вот это вот снимок человека, у которого кости в ноге были практически раздроблены. And not so long ago, this is an injury that would have been fatal. И не так давно эта травма, она была бы фатальной. And now you can see that it's had titanium pins and rods. The leg has been put back together again. Но сейчас вы видите на снимке, что были вставлены специальные титановые иглы и штыри, и теперь его нога, в принципе, как новая. If an injury like this happened to you 100 years ago, you probably would have your leg amputated. Если бы подобная трагедия случилась лет 100 назад, скорее всего, вашу ногу бы просто ампутировали. And again, I'm really very interested in the parallels between the patients I see in the clinic and the stories from the past.
И мне очень интересна та параллель между людьми, которыми я вижу в своей клинике, и историями из прошлого. But also how we might do things differently in the future. И также с тем, как мы, может быть, будем делать все немножко по-другому в будущем. Some of this book is based on stories from Ovidio, Некоторые истории в этой книге, они основаны на Овидии, the Metamorphoses. Метаморфоза. And there's a story in the Metamorphoses of this Greek hero. И есть история древнегреческого героя. And he had his body cut into tiny pieces. Его тело было распилено на мелкие части. And when the gods put him together, they couldn't find part of his right arm. И когда боги составили его назад как пазл, они не смогли найти часть его руки. So it says in the myth that they created one out of elephant ivory. И в мифе говорится, что они создали часть руки из металла. But now, of course, we have very different heroes in our culture. Но у нас сейчас совершенно другие герои в нашей культуре. But the same idea holds true. Но те же самые идеи. Who can forget the moment when Luke Skywalker loses his hand? Кто мог забыть такую прекрасную сцену, когда Люк Скайуокер потерял часть своей руки? And that particular hero of myth doesn't have to replace his hand with ivory. Этот конкретный герой не обязан делать себе руку из железа. He has this instead. У него есть вот такая вот механическая ручка. I can remember when I saw this film in the 80s, I was completely amazed. Гэвин помнит, что когда он увидел этот фильм в 80-х, это его очень сильно поразило. And I thought there's no way that would ever happen. И он не думал, что подобное когда-либо может произойти. But here we are in 2019 and I know people who have a very similar hand. Но сейчас 2019 год, и он знает нескольких людей, у которых вот такие руки. And now we have these artificial robotic hands called eye-limbs. Вот такие робота-руки. And they're improving all the time. This one is so sensitive that I can pick up an egg without breaking it. Они продолжают совершенствоваться, и конкретно вот эта рука может держать яйцо сырое. And there's a friend of mine in Edinburgh who, in an accident, a mountaineering accident, he lost both hands and both feet. Один из его друзей в автокатастрофе потерял обе руки и обе ноги. And instead of just having one replacement, he has a set of replacements depending what he wants to do. И вместо того, чтобы просто иметь одну замену рукам и ногам, у него есть целый набор. You can see here, these are his feet in the bottom of the picture. Вот внизу картинки это все его ноги. And his different legs depending on if he wants to ski, if he wants to run. В зависимости от того, что он хочет делать. Он хочет на лыжах кататься или бежать. And the amazing thing about them is that they actually represent an improvement often on the human leg. И что удивительно, такие ноги и такие руки, они часто делают жизнь даже проще и легче. So the skiing legs have shock absorbers, which are even better than human ankles. Ну, например, для лыжного спорта ноги, у них специальные такие антишоковые покрытия, которые позволяют кататься лучше. And so it makes us think about what might be possible in the future if we can, instead of trying to reproduce the human hand, maybe we can improve it. И заставляет задуматься, что же будет в будущем. Может быть, нам не стоит пытаться сделать вторую руку человеческую. Может, нам просто стоит усовершенствовать то, что есть. And I'm going to finish up soon. I've been talking for about 40 minutes. Я уже говорил примерно 40 минут, скоро закончу. But I just want to give an example of where the changes we're making to the body we're making quite amazing, extraordinary advances. Я просто хочу показать, насколько сейчас уже можно усовершенствовать то, что у нас есть. One example on the left here is cochlear implants that we're starting to see more and more. Вот то, что вы видите здесь, это специальный имплант, который сейчас имплантируется все чаще. And where the function of the ear can be restored to people who've been deaf even from birth. Этот имплант позволяет людям, которые не слышали с самого рождения, восстановить слух. And if you ever want to be cheered up sometime, I've got a recommendation.
Если вы хотите хоть когда-нибудь, чтобы вас так поддержали, у меня есть рекомендация. You can find on YouTube pictures of people who have never heard in their life having these switched on. Попробуйте найти в интернете видео и картинки тех людей, которые никогда в жизни своей не слышали, и им поставили эти импланты. And similarly, we're not as advanced with the eye, but already we've started to make the very first retinal implants. К сожалению, пока что, например, зрение не настолько шагнуло вперед, но у нас уже есть определенные импланты новые для глаз. And they're still in a very early stage. They're just showing fuzzy shapes, but it's incredible. Импланты сетчатки не показывают прям вот чистого зрения, но все равно результаты практически гениальны. So who knows what changes are going to come ahead of us? Кто знает, какие изменения ждут нас в будущем. And Yulia, I'll be glad I've only got one more short piece to read. Yes. Еще одна небольшая глава. And this is just one paragraph describing some of the changes I'm involved with in a normal general medical clinic. Это глава о том, какие изменения происходят просто в общей практике доктора. Количество моих пациентов чуть меньше 4000, и иногда кажется, что их проблемы текут рекой сквозь мою клинику. Однако я понимаю, что мы с коллегами видим лишь крошечный кусок их жизни. Наши консультации – это маленькие водовороты в огромной волне жизни. За утро в клинике я могу выписать направление в хоспис, усмирить бурю тревожности, выяснить причину недомогания, назначить лекарство от жара младенцу, подобрать антипсихотические препараты и оценить, как срастается перелом. Я могу порадоваться вместе с человеком, чей рак вошел в ремиссию, и посочувствовать тому, кто только что услышал этот диагноз, поздравить с рождением ребенка или выразить соболезнования по поводу смерти супруга. Иногда работа непримечательная и рутинная, иногда срочная и тяжелая, но почти всегда стоящая и результативная. Медицина стимулирует изменения в человеке и влияет на них, а возможность перемен всегда дарит надежду. Thank you very much. Спасибо вам большое. Спасибо большое. We have time for questions, yeah? Дорогие друзья, у кого появились вопросы, немного времени до конца встречи у нас осталось, пожалуйста, поднимайте руки, обязательно к вам подойдем. Добрый день. Вот здесь на книжечке в конце вот на этой есть такое замечательное вопрос-предложение. Я бы хотела, чтобы вы его немножко развернули. Что общего у прогрессивного врача и фокусника? Это касается только практики или все-таки больше психологии, что вот мне хотелось бы на это получить? Okay, so in this book, Travels of Surgeon, there's a little thing there that еще раз, как там написано? У меня просто у меня есть книга. Нет, у меня нет. Прогрессивный врач фокусник. So that the doctor and the illusionist are a little bit similar. То есть больше практики или все-таки психология? So is this like more of a practice or a psychology thing? I think about half of medicine is hard science and half of it is much softer and about understanding people. Я считаю, что часть медицины, половина, это чистая наука, а часть чуть более такая мягкая часть медицины, где больше каких-то разных верований. You know, for example, the most studied medication in the whole world is the placebo. Самая известная и тестируемая таблетка в мире – это плацебо. And the placebo actually works most of the time. И чаще всего это плацебо работает. You know, red ones work better than blue ones. Красные таблетки работают лучше синих. But this is just an insight into the fact that what you believe is often more important or as important as the science. Это также показывает, что то, во что вы верите, это чаще так же важно, как то, что вам говорят научные какие-то вещи. So yeah, it's important to understand the patient's point of view. Очень часто важно понять, что думает сам пациент о том, что происходит в его жизни. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, у кого появились? Здравствуйте. Скажите, какую часть тела вам напомнила Кунсткамера и какие страны вам больше всего нравятся, кроме Шотландии и России? Okay, so that's a funny question. What part of the body
Kunstkamera reminded you right now. And what are the most beautiful countries except Russia and Edinburgh, based on your opinion? Yeah, well, Kunstkamera didn't remind me of a part of the body. It just reminded me of that wonderful phase in Europe in 1600s, 1700s, when knowledge was exploding in every direction. Kunstkamera не напомнила мне никакой орган, она напомнила мне фазу в истории Европы, когда наука начала шагать семимильными шагами и развиваться в разных странах. And we have very similar museums in Edinburgh. У нас есть подобные музеи в Эдинбурге. And also, when I launched this book in the Netherlands, they did the launch in one of these museums. И в Голландии, где была недавно презентация подобной книги, они делают презентацию в одном из подобных музеев тоже. So I don't find them horrible to look at, but they remind me of a part of our history. Я не вижу ничего плохого в этих музеях, они мне просто напоминают о части нашей истории. And as for the most beautiful countries, it's a very difficult one to answer. А по поводу стран это очень сложный ответ. Maybe let's agree that we put Scotland and Russia at the top. Давайте договоримся, что Шотландия и Россия где-то наверху этой пирамиды. And then after that, I think I would put Turkey Потом, and maybe India. Потом Турция и Индия. Yeah, and those are my real favorites. И это любимые страны Гэвина. Спасибо. Спасибо вам за рассказ. Вы задумывались, была ли у вас мысль о происхождении человека, о его эволюции? Что можете сказать? Have you ever thought about how we actually came into this planet and how we evolved through this entire time? So that's an easy question. Очень простой вопрос. Well, no, it's really quite amazing, isn't it? And you know, have you ever read the Charles Darwin book, On the Origin of Species? Вы когда-нибудь читали книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов»? And Совсем не нужно. even if you don't read the whole book, I would recommend you read the last 2 pages. Даже если вы не хотите читать книги, я вам рекомендую прочитать две последние страницы. Because he takes all the evidence of this whole book and then he just makes this very beautiful set of arguments where he says, we can't imagine the length of time involved in how we got here. Потому что, несмотря на все доказательства, он просто говорит о том, что мы даже не можем представить себе все время, которое понадобилось нам, чтобы прийти в эту точку. Yeah, and me too. You know, when I started with the chlorophyll and the hemoglobin molecules, И когда я изучал молекулы гемоглобина, I think I feel something like wonder. It's almost like a religious sense of wonder. It's such a complex thing happening. у меня произошло практически религиозное какое-то такое вот чувство удивления, насколько это все сложно и насколько это все интересно. But yeah, I recommend you read Darwin. Просто рекомендую вам почитать Дарвина. Здравствуйте. В самом начале мы говорили о зачатии и о прерывании беременности. Вот сейчас известно, что в некоторых штатах Америки, наверное, даже в большинстве, запрещены аборты. Как относится к этому Фрэнсис Гэвин? Что он думает по этому поводу? So we talked about Запрещены. Abortions, and you know that in some of the American states they have now the law against the abortion. What do you think about this law? And what do you think about this problem of abortion, like in general? Well, it's a very old debate that's been going on in our human communities for a long, long time. Ну, все эти разговоры, они очень старые. And different times and different cultures have come up with different answers. В разных странах, в разное время, в разных культурах все приходили к разным ответам. In my country, you can have an abortion up until 24 weeks. В стране Гэвина можно сделать аборт до 24 недель беременности. But not in Northern Ireland. Но не в Северной Ирландии. It's still illegal there. So they come to Scotland. Там до сих пор это незаконно, и люди приезжают в Шотландию. There's sometimes in Britain there's a move to bring it down to 12 weeks. Есть некоторые движения в Британии, чтобы снизить эту категорию до 12 недель. But in my experience, the people who are calling for it are usually men. Но по моему опыту, чаще всего люди, которые хотят это сделать, это мужчины. So
I think the system we have in my country is a good one. I don't ever meet women asking for an abortion lightly. Я думаю, что система, которая есть в моей стране, она очень хорошая. Никогда не встречала женщину, которая просила бы об аборте, не подумав о том, что она хочет сделать. Everybody approaches it with seriousness and very solemn decision. Все, кто собирается делать аборт, серьезно об этом думают и понимают последствия своего решения. I think the United States is going through a real convulsion right now. В США сейчас некоторые беспорядки в головах. So I hope things will settle down there. И Гэвин считает, что он надеется на то, что все как-то придет в состояние постоянно. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей встречи неумолимо подошло к концу. Огромное спасибо Гэвину Фрэнсису, что нашел время приехать к нам. И огромное спасибо вам за помощь с переводом. Дорогие друзья, как обычно, мы переходим к традиционной автограф-сессии в порядке живой очереди, просто по одному. Вы можете подняться, подписать ваш экземпляр книги у автора. Все правильно, все правильно. Елена. Да можешь 500 фото. Обязательно делать. Нет, Oh, you did it already? Я сделала 500 лет. Thank you very much. Thank you. Hi. Hello. What, Emily? Emily. Emily, yes. Yeah, I'm also a doctor. What kind of Pediatrician and... Постараюсь. I have a friend who's a pediatric nephrologist in Newcastle. Thanks a lot. All the best, thanks. Yeah. What's your name? Nice to meet you. Сергей. Sergey. With an E-I or a Y? Sergey. I hope you enjoy it. Biology teacher. Great. Tatiana. Good idea. Good luck with your pupils. Удачи вам с вашими учениками. It's a holiday season. Yeah. She's freed out. Natasha. Yeah. Поблагодарить за популяризацию науки, медицины и за то, что учат людей обращать внимание на свое тело, поскольку важнее первоначально на него обращать внимание, чем решить его комплекс. More exercise. И немножко больше. Да, можете сказать, что да, у меня, допустим, я 45 лет изменилась свою жизнь, начала заниматься йогой, и очень сильно изменилась
взгляд за 2 месяца на косметике. Просто потому что начала внимательно относиться, слушать. Ah, great. Okay. I hope she likes it. It's okay. Prodano. Don't you like it? It's P-R-O-D-A-N. Oh, perfect. Is Prodano a doctor or a nurse? It's our family. Ah, the Prodano family. Yeah. I collect books for my family franchise. So, All right. Yeah, sure. thank you. Thank you very much. On her birth. And Katerina is spelled like this. When is it? Хорошо, сейчас мы скажем все. Есть. Ну, как позавчера было? The day before yesterday. Before yesterday, that was the 4th. Don't ask me. I don't know. 6th today, yeah, 4th. Right. I don't know what date today. Можете? Вопрос. Okay. Picture. Daughter, she studies medicine in London. Medicine. And she was for her, maybe some Recommendation for the future? Yes, because she doesn't really understand what she knows. Yeah, what was the What's your name? Anna. Okay. And she's studying biomedicine. Something like this. Okay.
У меня как маленькая палка с лётками вообще. Мы же не просто так с ним встретились сейчас на девушке. Удивительно, да. Нам надо было... Мы с Жанной уже 100 лет пытаемся встретиться. И никак, это никак не так. Мы пришли прямо сюда. Вот. Yeah, I wish you all the best. Hello. Nice to meet you. Did you enjoy it? Anne. Just like that? Anne. Did you work in medicine? No. You're just interested. Просто интересно стало. На нем функциональный, длинный. She likes some functional medicine, I guess, and she just here is. No, no, but she's in PR. Okay. Они должны Yeah. Yeah. Nice to meet you. Of course. Nice to meet you. Tamara. Is it for a gift? Это для подарка или для вас? She will take the second too, so Great. You tell her what I'm writing. Thanks for your enthusiasm. Он написал: спасибо вам большое за ваш энтузиазм. Да. Всего доброго. Okay. Yes, and thank you for your lecture. It was very interesting. I'm glad you enjoyed it. These are good for Ellen. And you're Ellen. This one has more space. I'm just saying thanks for the welcome in St. Petersburg. Thank you. I hope you enjoyed it. Natalia. Можно? Сегодня все можно? Спасибо. Один день в неделю, один день в году. Прощайтесь. Спасибо большое. Спасибо. Okay. До свидания. Спасибо вам большое. Наталья. Natalia. Are you Natalia? Очень интересно. Очень интересно. Человек. Очень интересный человек. Очень оптимистичный. Person. И притягивается. Энергия такая.
Obviously not showing my tiredness. Спасибо. Можно? Спасибо. You know, lovely. It's very nice. Nice to meet you. Ваш как зовут? Костя. Костя. Давайте мы напишем здесь, вот как вы хотите, чтобы вас написали. Кости. Костя, да. О. О, да. Фотографию, пожалуйста, да. Пожалуйста. Thank you. You're welcome. Dimitri, with an I. Yeah. And an I at the end. Yeah, Dimitri. Three I's. I'm also saying thanks for welcoming me as Долго? One moment because she grabbed the book and she had made this and then Yeah, that's fine. Предложить чай, кофе. You want some tea or coffee? Yeah, coffee. Just to have a small rest at the table. Maybe some sweets like Cake. cake. Anything you prefer? Would you have some cake? Maybe. Yeah, have some cake and coffee. Why not? Да. Сейчас как раз пока. Да. Let's have caffeine and sugar. Yes. Let's go in. Okay. Yeah, that's fine. Good. And then we are free to go. Yeah. Нет, вы не показывайте. Вы как вас зовут, скажите. Как? София. Sophia, София. Yeah, София. with F-I-A. Yep. Да, абсолютно. Also for you. Также для вас, да? Best for the future. Спасибо. Спасибо большое. Nice to meet you. Было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо большое. Пойдите. Хотите, сфотографируем вас? Так давайте ваш аппарат на чем он будет. Фотографируем. Давайте вместе тогда. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Let's get this sugar and coffee. That's not my one.